Всем привет! Меня зовут Катя, и вы на моем канале Вязание крючком. В этом видео я хочу поделиться с вами, как вязала вот такую мочалку для сухого массажа из жута. Я использую такую мочалку при массаже сухого тела перед принятием душа, перед принятием ванны. Просто проходимся по массажным линиям по сухому телу, и после этого ее необходимо будет, конечно же, постирать, помыть для того, чтобы убрать ороговевшие части нашей кожи. Такая мочалка отлично разгоняет лимфу, убирает ороговевшие частички кожи, обладает как скрабирующим эффектом, так и расслабляющим массажным. Я обязательно еще оставлю внизу ссылку на статью про такие мочалки. Там вы найдете информацию про уход, про то, как пользоваться, какими свойствами обладают такие мочалки, да, кому можно, кому нельзя пользоваться, это тоже очень важно. Моя мочалка имеет вот такие выпуклые части для большего массажного эффекта, удобную ручку для того, чтобы можно было надеть на руку. Сейчас она у меня пока такая очень плотная, потому что я ее еще не мочила, не стирала, но после стирки она обязательно станет помягче. Она будет удобно вот так драпироваться в руке, повторять форму, да, вашей ладошки, как вы прям обнимаете свое тело и массируете его. Для вязания мочалки я использую двухниточный джут от пряжи Центр, это размер S. Буду вязать крючком номер 4, и также мне понадобится крючок меньшего размера 2,5 для удобства прятать кончики. Начинаем мочалку с формирования кольца амигуруми. Провязываем 3 воздушные петли. Это имитация столбика с одним накидом. И далее сюда же провязываем еще 11 столбиков с накидом. Итого у нас в кольцо набрано 12 столбиков, да, вот этот первый, который имитировал столбик, мы тоже считаем. Затем затягиваем кольцо, затягиваем его плотно. И закрываем ряд. Я закрываю, как обычно, во всех своих видео. Завожу сзади вперед под первую верхнюю горизонтальную, подхватываю петлю, вывожу назад, обхожу слева направо получившуюся деталь и затягиваю, тяну за рабочую нить. Затем у основания и выравниваю. Более подробно про такое соединение и как его разъединить вы можете посмотреть видео про салфетку. Оставлю подсказку. Во втором ряду мы должны получить 24 столбика. Мы здесь будем комбинировать столбики пышные, состоящие из 5 накидов. Затем будем провязывать воздушную петлю. И затем будем провязывать прибавку, состоящую из 2 столбиков с накидом в одну точку. Таким образом, пышный столбик плюс воздушная петля — это одна прибавка, да, то есть у нас как будто бы провязано в одну точку 2 столбика, и следующие 2 столбика в одну точку с накидом — это тоже прибавка. Начинаем с пышного столбика, и здесь мы провязываем в пространство вот сюда между столбиков, да, а не под верхнюю горизонтальную. И начинаем вот в это пространство, которое ближе всего к соединению, делаем накид, проходим пространство, захватываем рабочую нить, это раз, дальше накид, сюда же захватываем рабочую нить, 2, 3, 4 и 5. Вот такой пышный столбик мы будем формировать. Их всего будет у нас 6 в этом ряду. Провязываем все петли на крючке. И далее провязываем воздушную петлю. Здесь у нас вначале это выглядит вот так. У нас нету верхней горизонтального пышного столбика. Мы его сымитируем, ее сымитируем закрытием ряда. Поэтому здесь просто протянули
и сделали воздушную. Далее в следующее пространство вяжем 2 столбика с накидом, прибавка. 1 и 2. Дальше пышный столбик и воздушная петля. Следующее пространство. 1, 2, 3, 4 и 5. Закрыли. Вот у нас верхняя горизонтальная пышного столбика. И сделали воздушную петлю. Далее снова 2 столбика с накидом в одну точку. И далее снова пышный столбик воздушный, затем 2 столбика с накидом. И так чередуем до конца ряда. В конце ряда у нас будет 2 столбика с накидом в одну точку. Закончили вязание второго ряда. Здесь у нас по кругу получилось 23 верхние горизонтальные. Вот первая. И по кругу считаем до последней. Получается 23. И сейчас закрытием ряда мы сымитируем еще одну верхнюю горизонтальную. Итого получилось 24. Здесь кольцо можно еще раз затянуть. Закончили вязание второго ряда. Третий ряд у нас будет состоять из полустолбиков с накидом. Здесь мы делаем прибавку через 1 столбик. Также здесь будем обязательно делать рельефные столбики над пышными столбиками. И начинаем мы с... Так, вот у нас идет здесь соединение. И вот в эту точку это воздушная петля после нашего пышного столбика. Сюда мы сделаем прибавку. Делаем накид, заводим в петлю, достаем и провязываем 2 петли на крючке вместе. Это имитация полустолбика с накидом. Дальше накид и сюда же в эту же точку делаем полустолбик с накидом. Это прибавка. Дальше в следующую верхнюю горизонтальную вяжем полустолбик 1 с накидом. Далее прибавка. Итого по кругу мы должны выйти на 36 столбиков. Прибавка. Дальше после прибавки одиночный столбик, и это пышный столбик, над которым мы делаем рельефный столбик. Делаем накид и проходим уже не под верхнюю горизонтальную, спуская еще ниже. Вот там видите еще одна ниточка, то есть под столбик ныряем и выходим через следующую верхнюю горизонтальную, да, которая была воздушной петлей у нас. Вот так. И провязываем сюда полустолбик. Далее в следующую, откуда у нас выходил сейчас крючок, да, вот сюда, мы провязываем прибавку. Итак, у нас по кругу должно выйти 36 столбиков. Далее одиночный столбик, следующую верхнюю горизонтальную, следующую прибавка. Следующую одиночный столбик, и это пышный столбик. Опускаемся вот сюда и выходим через следующую верхнюю горизонтальную, рельефный столбик. И так у нас вот эти пышные столбики становятся такими более выпуклыми. Далее делаем прибавку в следующую петлю. И вот так, пожалуйста, чередуйте до конца ряда. Прибавка, одиночный столбик, прибавка, одиночный, и обязательно над пышными столбиками рельефный столбик. Их всего у нас 6 будет. И закончим мы ряд рельефным одиночным столбиком. Итак, довязала третий ряд, закрываю. Так, вот первая верхняя горизонтальная, вот она. Все обязательно проверьте, по кругу должно получиться 36 вот этих звеньев верхней горизонтальной косички.
В четвертом заключительном ряду мы должны по кругу получить 48 столбиков. Прибавку чередуем через 2 столбика. Четвертый ряд у нас будет состоять из столбиков без накида и столбиков с 2 накидами рельефными, провязанными за вот эти столбики с накидом второго ряда. Вот сюда. И здесь, смотрите, такой принцип, да, мы всегда будем делать прибавку после прибавки предыдущего ряда. Вот у нас 2 столбика провязанных, значит, вот сюда, да, после прибавки с левой стороны мы будем провязывать прибавку. А вот сюда будем провязывать по одному столбику. Это чтобы вы не запутались. Возможно, у вас ряд начинается в другом месте. Ориентируйтесь сначала на это. Да? Вот это вот прибавка, которая над пышным столбиком. То есть мы провязываем сюда раз, раз, а сюда прибавку 2 столбика. И начинаем. Вот давайте провяжем. У меня начинается там, где прибавка, второй слева столбик. И сюда под верхнюю дужку я захожу, провязываю первый столбик, дальше сделаю прибавку в следующий столбик, раз и 2. Дальше всегда у нас будут рельефные столбики с 2 накидами. Делаем 2 накида и опускаемся во второй ряд в столбике. Раз, 2, 3. И второй рельефный столбик с 2 накидами. Так, вот смотрите, здесь раз, два, да, вот эти 2 верхние горизонтальные мы пропускаем. В следующую мы провязываем после 2 одиночных столбиков прибавку. Раз, 2. Дальше у нас идет вот прибавка над пышным столбиком. Здесь мы в эти столбики по одному провязываем одиночному. Раз и 2. Дальше после прибавки обязательно провязываем прибавку 2 столбика без накида. То есть у нас, если опираться на предыдущий ряд, у нас перед прибавкой прибавка и после прибавка. Да, здесь мы провязываем между прибавками в этом ряду 2 столбика. Так, прибавку сделали. Дальше 2 одиночных столбика. Это у нас идут рельефные столбики. 2 накида и столбик с 2 накидами за второй ряд. Раз, 2 пропускаем. Дальше делаем прибавку после 2 одиночных столбиков. Дальше 2 одиночных столбика. Прибавка. Прибавка и далее 2 одиночных столбика. Это у нас рельефные столбики с 2 накидами. Затем снова прибавка. 2 одиночных столбика прибавка, 2 одиночных столбика и так далее по кругу чередуем. Обязательно провязываем рельефные столбики над столбиками второго ряда и по кругу получаем 48 столбиков и встречаемся в конце ряда. Ряд мы закончим одиночным столбиком, да, вот сюда. Вот наш первый провязанный в начале ряда, здесь будет второй. И я провязала последний столбик в 4 ряду. Обрезаем нить, оставляя хвостик подлиннее. Полностью высвобождаю нить из петли. И делаю имитацию верхней горизонтальной петли. Здесь прохожу с изнаночной стороны на лицевую под первой горизонтальную вот эту вот петлю. Подхватываю нить, вывожу назад. Здесь перейду на крючок поменьше и прохожу в точку, откуда выходит эта ниточка, да, вот сюда, с изнаночной стороны, при этом цепляя вот эту перемычку, которая под звеном косички. Так, вот перемычка и внутрь косички. Подхватываю хвостик и вывожу назад. Подтягиваю, чтобы все было ровно. И здесь в произвольном порядке уводим хвостик на изнаночной стороне.
и обрезаю. Так, вот что у нас получилось. Это наша внешняя лицевая часть мочалки. Здесь у нас вот такие выпуклые части за счет рельефных столбиков, да, вот эти шишечки и столбики. Итак, внутреннюю часть я уже связала. Здесь все очень просто. Мы просто повторяем тип столбика, да, как и в первой детали, только не делаем здесь рельефных столбиков, пышных столбиков. Я еще внизу оставлю обязательно схему порядную, да, какие столбики в каком ряду мы вяжем. И здесь мы опираемся на принцип круга, да, начинаем с 12 столбиков в кольцо, 12 столбиков с накидом. Дальше второй ряд у нас 24 столбика с накидом. Прибавку делаем в каждую петлю, и здесь очень важно, мы провязываем каждый ряд в пространство между столбиками, да, не за верхнюю горизонтальную, за верхнюю дужку, а между столбиками проходим. Итак, второй ряд по 2 столбика с накидом в каждое пространство, выходит 24. Третий ряд мы, как и в первой детали, вязали полустолбики с накидом. Здесь мы также вяжем полустолбики для того, чтобы высоту ряда сохранить. Тоже вяжем между столбиками предыдущего ряда и чередуем прибавку через один столбик. Вяжем один столбик, следующую 2 столбика прибавка, 1 прибавка и так далее по кругу. Итого мы в третьем ряду получаем 36 столбиков. И четвертый заключительный ряд, как и в первой детали, это столбики без накида, и чередуем здесь прибавку через 2 столбика. Также вяжем в пространство между столбиками. 2 одиночных столбика, прибавка, 2 одиночных столбика, прибавка, 2 одиночных, прибавка, и по кругу выходим на 48 столбиков. Закрываем ряд имитации верхней горизонтальной, как и в первой детали, и отпариваем обе части. Итак, я отпарила обе части. Обязательно, когда вы будете отглаживать, отпаривать, пока деталь теплая, выравнивайте руками в тех местах, где это необходимо, для того, чтобы детальки были ровные, круглые, аккуратные. И далее мы с вами приступаем к вязанию ручки. Для ручки я набираю 5 воздушных петель, набираю свободно. И далее буду провязывать узором резинка полустолбиками с одним накидом. Для этого делаю 2 воздушные петли. И первый ряд провязываю 5 полустолбиков с накидом за дальнюю дужку. Вот эту звенья косички переворачиваю вниз. В третью петлю от крючка сюда. И вот за эту перемычку, вот так, буду провязывать первый столбик, следующую перемычку второй полустолбик с накидом, третий, четвертый и пятый. Далее вот этот хвостик, узелок от хвостика цепочки я распускаю, чтобы не было лишнего объема, затягиваю и вывожу наверх. Прохожу в последнюю верхнюю горизонтальную и через стенки столбика. Захватываю и увожу наверх. Так, смотрите, чтобы здесь все было ровненько. Далее делаю 2 воздушные петли для подъема. Так буду делать в каждом ряду. Переворачиваю полотно. И далее буду провязывать за дальние дужки. Да, вот передняя дужка верхняя горизонтальная. Вот это дальняя. Первый столбик и последний мы будем вязать под обе дужки для большей плотности. И вяжем полустолбиками с накидом. При этом хвостик мы будем ввязывать. В третью петлю от крючка, вот она, делаю накид и под обе дужки провязываю первый полустолбик. Хвостик у нас лежит на петлях и ввязывается постепенно. Далее 3 столбика мы провязываем
полустолбика с накидом за дальнюю дужку. И последний столбик вяжем под обе дужки. Так, провязали второй ряд. Здесь вот смотрите, чтобы край не поднимался никак особо, чтобы все было аккуратно. И можно хвостик обрезать. Далее делаем 2 воздушные петли, как обычно, для подъема. Переворачиваем и повторяем точно так же. В третью петлю от крючка под обе дужки первый столбик. Следующие 3 за дальнюю стеночку. И последний под обе дужки. Снова 2 воздушные. И вяжем вот так 4-й ряд. И всего вот таких рядов мы должны провязать 13. Так, я провязала полосочку для ручки. Она у меня получилась длиной 13 сантиметров и в ширину 3, почти 4 сантиметра. Обязательно тоже ее отглаживаем перед тем, как будем прикреплять к мочалке. И заключительный этап: мы собираем мочалку воедино, прикрепляем ручку и сшиваем обе детали. Мы не обрезаем нить и рабочую петлю, да, оставляем вот так на ручке. Далее складываем изнаночными сторонами друг к другу наши 2 детали и начинаем соединять. Вот это наша лицевая сторона. Здесь я выберу точку между вот этими рельефными столбиками, ну, например, вот эту, да, за одну петлю до рельефного столбика прохожу сюда, в такую же точку противоположную, здесь она уже будет любая, на второй части, и беру ручку. И здесь мы сейчас будем соединять соединительными столбиками 2 детали мочалки и параллельно присоединять ручку. У нас здесь в ручке 5 воздушных петель, да, 5 столбиков, то есть мы должны присоединить к 5 вот этим петлям на мочалке. Вот у нас из одной выходит рабочая петля, мы надеваем ее на крючок и протягиваем на изнаночную сторону. Это будет наша уже первая присоединенная петля на мочалке. Далее мы соединяем уже просто 2 части мочалки, всего соединяем 19 петель. Вот таким образом. (18) и последние 19. Далее последующие 5 петель мы будем сшивать, да, наши детали. Вот проходим следующую пару, и при этом мы берем вот здесь вот аккуратненько, смотрите, чтобы не перекрутилась, нашу полосочку, и здесь находим 5 вот этих нижних косичек. Здесь тоже смотрите, не запутайтесь. Вот смотрите, это 1, 2, 3, 4, 5. Вот это уже у нас идут петли подъема. То есть вот это будет 5-я наша петля для присоединения. 1, 2, 3, 4, 5. Вот это первая. Вот сюда проходим. Набрасываем рабочую нить. И провязываем 1, следующие точки, следующее звено косички на ручке, 2, 3,
3, 4 и последняя 5. Далее снова вяжем, соединяя 19 столбиков. И 19. Далее присоединяем ручку. Здесь у нас одна петля уже присоединена, как будто бы, да, то есть нам нужно 4 точки присоединить. Проходим в мочалку, и вот первая точка, раз, два, три и последняя 4. Так, все. И далее нам остается сделать имитацию вот такого звена косички. Делаем как обычно, обрезаем нить, высвобождаем петлю, беру крючок поменьше. Так, вот первая верхняя горизонтальная, она у нас выходит из присоединения ручки, да? Вот она. Сверху вниз вот так вот проходим, захватываем ниточку, выводим наверх. И мы должны вернуть эту рабочую нить в петлю, откуда она выходит. И при этом мы еще зайдем внутрь косички, последний, да, вот этот столбик первый, который мы присоединяли, проходим вот в косичку, затем в косичку на нашей мочалке, вот сюда, и внутрь этой косички. Захватили, все, здесь все подтянули и выводим на изнаночную сторону вот этот хвостик, просто с изнанки подхватываем, все, так вот еще поправьте все, чтобы аккуратненько было, и здесь увожу просто внутрь столбиков, прохожу последнего ряда и увожу. И можно вот прям внутрь зайти в внутренней части и вот конкретно внутрь пропускать этот хвостик. Так, все достаточно, и обрезаем. В диаметре у меня мочалка получилась 10 сантиметров. Еще хочу добавить по поводу ручки. Смотрите, вот в первой мочалке я взяла крючок поменьше, 3,5, и вязала им ручку. Она получилась такая более плотная, и она плотнее сидит на руке. Это для да, такой руки поменьше, например. Вот эта уже ручка, она получилась такая более свободная, она уже хорошо садится на руку, более свободненько тогда. И для руки большего размера она тоже хорошо подойдет. Поэтому вы тут можете просто по ходу примерять на свою руку, да, смотреть. Возможно, вам вообще нужно будет на мужскую руку, да, и там нужна будет больше ручка. Тут уже регулируете количеством рядов, длину, да, ширину ручки, а вот эту часть предлагаю оставлять вот в пределах 5 воздушных петлях. Хорошо будет смотреться. Ну что, у меня на этом все. Большое вам спасибо за внимание, за просмотр. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк, если вам это видео понравилось, оставляйте в комментариях ваше мнение о видео и о такой мочалочке. Буду ждать от вас обратной связи, и пока-пока, до новых встреч!